Приветствую, друзья! Это короткое видео про то, как Битник бился на ногах за Империю. Сразу предупреждаю, что самое интересное будет в конце видео. Я решил немного поднять боевой ранг и заодно искал PvP бои на ногах. На сайте Инара я нашел систему Кромовид, где 9 июля 3309 года была война между Федерацией и Имперским Цербером, в которой имперцы на тот момент критически проигрывали 2-3 цикла побед до 4. Битник — человек аполитичный и за независимые силы, но под влиянием флешбеков про Цербер из Mass Effect я выбрал Империю. Я, как обычно, в Опене активно начал воевать в этой системе, но кроме NPC поначалу никого не было. Но вскоре я повстречал человека и решил его, шутя, ганкнуть, а потом начал воевать. Оказалось в итоге, что он имперец. Он не обиделся на мою ганк-шутку, и мы вместе победили непись в этом бою. Затем я встретил еще одного человека, который тоже был за Империю, и мы тоже победили непись. 10 июля на радость Империи счет стал 3-3, и оставались считанные часы до чьей-то победы. И вот тогда-то я и встретил первого игрока Федерации, и мы отчаянно начали биться. Несмотря на то, что локация заглючила и счет не менялся, мы могли набивать кредиты на уничтожение неписей и друг друга. Не принимая во внимание то, что игра глючила и была на 30-40 FPS, это было очень интересно. Это мы подтвердили с моим оппонентом, обменявшись в середине боя сообщениями в чате. Полную 12-минутную нарезку лучших моментов боя смотрите в описании под видео. Ну и самое интересное вы можете посмотреть в конце, промотав примерно 4 минуты видео. Вражеское командование запросило подкрепление. Чарли активен. Подкрепление готово к высадке. Мы уже близко, готовьтесь к высадке. Подкрепление приземлилось. Приближаются вражеские подкрепления. Приближаются вражеские силы. Точка Альфа зачищена. Фокстрот захвачен врагом. Подкрепление прибыло. Вражеское командование запросило подкрепление. Показатели снижены.
Спустя почти час боя после очередной гибели командир исчез из инстанса. Я предложил ему дружбу, чтобы впоследствии вместе тренироваться, но оказалось, что он внес меня в блок-лист. За что? Ведь было весело. Как понять логику этого Феда? Ведь битник может обидеть только ганкеров. Если кто не понимает, именно так можно определить, что вас внесли в блок-лист. Вот, к примеру, что будет при предложении дружбы, если игрок не внес вас в блок-лист. Несмотря на такие действия, победила Империя в системе. Но зачем играть в Опене? И вообще, зачем играть, если есть позорные блок-листы? Набирайте 2 десятка однокнопочных задротов, и они вам сделают БГС и ЦГ в приватке или в Опене, занося игроков в блок-лист. В топку элитку, пока не сделают ее без блок-листов и приваток, хотя бы в плане влияния на звездные системы. Я все сказал.